Привет, привет, друзья. Настроение не очень, потому что очень ждал дебаты там двух людей определенных. Дождался, посмотрел, понял, что это УГ. Так расстроился, знаете, и все. И написал даже там. Мне надоело уже наживать себе врагов, знаете. Того назовешь так, этого назовешь так. А потом один идиот публикует какие-то адреса, к которым я не имею отношения. Другие, знаете, я вот опубликовал фото, что мне на машину поставили на капот киевский тортик рошеновский. И мне начали там писать в Инстаграме, там, только не ешьте его в Фейсбуке. Почему не ешь? Я его сожрал, более того, еще заснял, как я его жру. Очень вкусно. Очень даже вкусно получилось. Дело в том, что с одной стороны, мне вообще все равно. Если кто-то что-то хочет, камон! С другой стороны, да, просто, знаете, надоело. Надоело людей всех считать плохими. Хочется много-много добрых друзей. Ну, а теперь к делу, в общем. Виктор Пинчук, украинский олигарх, главный прокремлевский кандидат на пост президента Украины. Более того, главный конкурент Петра Алексеевича Порошенко. Что, не слышали? Да я думаю, уже слышали. Потому что вот Песков рассказывает, в Кремле отказались считать Пинчука прокремлевским кандидатом в президенты Украины. Отказались. Украинский миллиардер нет, не является, заявил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. У нас нет прокремлевских кандидатов. Это украинский народ, должен выбирать, бла-бла. А я себе такой думаю, а что за журналисты задали ему вопрос? В конце вы поймете, что к чему, и все звенья этой одной цепи, все эти разбитые осколочки одного витражного стекла сойдутся вместе и прольют на вас свет знания. Но мне показалось, что задал вопрос журналист Униан. И как я оказался прав. Президент Пинчук для Украины на мечты российские СМИ отреагировали в Кремле. Мечты российских СМИ отреагировали в Кремле. На уточняющий вопрос Униан, в связи с чем о Пинчуке в таком ключе начали активно сообщать российские государственные СМИ, Песков заявил, а что за ряд государственных СМИ начал сообщать о том, что Пинчук является главным кандидатом, еще и главным кремлевским, главным пророссийским кандидатом на пост президента Украины. Это кто? Я вроде не слышал о таком. Здесь пишут, накануне ряд российских СМИ назвал Пинчука потенциальным будущим президентом Украины. И ссылаются они на пост. Пост на Фейсбуке Романа Цымбалюка. Роман Цымбалюк входит в пул Пескова, поэтому я так и думал, что это он задал вопрос. Уже в конце я понял, все мне когда сложилось, я все понял. Но пока что посмотрим, что написал Роман Цымбалюк. Роман Цымбалюк. Сегодня на телеканале «Россия-1» объявили, что Виктор Пинчук потенциальный будущий президент Украины и главный оппонент Петра Порошенко. В Москве говорят, что Пинчук умный, бла-бла-бла. Любопытно то, что по версии этого Ростелеканала только сторонники Порошенко не признают аннексию Крыма, а противники признают. Продай родину, стань кремлевским кандидатом. Казалось бы, написал и написал. Получается же Роман Цымбалюк такой толкователь российских СМИ. Проще было бы не ссылаться на пост Романа Цымбалюка, а как бы процитировать российские СМИ. Но нет, зачем? А зачем это надо? Понеслась. Российские СМИ объявили Пинчука будущим президентом Украины. Сегодня на телеканале «Россия-1» объявили, что Виктор Пинчук потенциальный будущий президент и главный оппонент Петра Порошенко. Об этом сообщил Роман Цымбалюк на Facebook, наш толкователь российских СМИ. Российские СМИ заявляют, что Пинчук потенциальный будущий президент. Комментарий журналиста, вот сам Цымбалюк. Ой, левый берег, он такой антикоррупционный весь такой, знаете, неподкупное издание «Левый берег» статью уже потеряло. Но мы поможем левому берегу. Знаете, как Бэтмен прилетает и достает статью из кэша. Спасли статью. На телеканале «Россия-1» объявили Пинчука будущим президентом Украины. Ни много ни мало. Посмотрите-ка. Видите, здесь. Лгуны с «Россия-1». Об этом сообщил Facebook. Ничего нового. Никто не выбился из общей колеи. Все едут по накатанной. Об этом сообщил Роман Цымбалюк. Facebook. По РосТВ Пинчука называют потенциальным президентом Украины. Об этом кто сообщил? Конечно же, журналист Роман Цымбалюк, Facebook. Так, на телеканале журналист Роман Цымбалюк сообщил. Прям в своем Facebook. Роман Цымбалюк, Facebook. Проходит определенное время, и вот уже Москва опровергает информацию о том, що Пинчук являється будущим президентом. Москва спростовує інформацію, що бізнесмен Віктор Пінчук – прокремлівський кандидат на майбутніх виборах президента України. Вы поняли? Песков уже опровергает. Нет, это не прокремлевский кандидат. Но если он это опровергает, значит было заявление о том, что он прокремлевский, наверное. Да? Да. Так обыватель и подумает.
Про це розповів прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Цитую: «У нас немає прокремлівських кандидатів, це українському народу потрібно визначати, хто може, а хто не може бути президентом України». И в это же время Песков, ну это и понятно, не захотел комментировать, почему российские СМИ, ряд российских СМИ первого уровня начал сообщать о том, что Пинчук прокремлевский кандидат. Ах, этот Песков. Кінець цитати. Водночас Пєсков не захотів коментувати, чому саме російські ЗМІ почали публікувати повідомлення із припущеннями про Пінчука, кандидата від Кремля. Видите, как российские СМИ начали сообщать, что Пинчук кандидат от Кремля? Ну давайте позовем толкователя российских СМИ. Роман Цимбалюк, звоните в Москву. І зараз у нас на зв'язку журналіст УНІАН в Москві Роман Цимбалюк. Отже, вітаємо вас, Романе. Добрий вечір. Отже, розкажіть нам, що російські ЗМІ заявляють, що Віктор Пінчук – потенційний майбутній президент України, головний опонент Петра Порошенка. От цікаво, як вони це обґрунтовують. Казалось бы, зачем спрашивать у Романа Цымбалюка? У тебя же Google под руками. Зачем это говорить, что «Эй, Роман, объясните, почему российские СМИ заявляют это и это? Главный кандидат от Кремля. Роман, объясните». И Роман не говорит ей «Эй, постойте, это не так». Нет, он начинает объяснять, почему российские СМИ так говорят. Ну, правильно, он же ближе к российским СМИ. Вы же знаете, что близость к редакциям определяет знания, поэтому он в Москве, и поэтому он же лучше знает, да? Насправді вони це обґрунтують таким чином, чому, я думаю, вони ухопились саме за Пінчука, тому що Пінчук... Вот, российские СМИ. Значит, не было дыма без огня. Роман врать не будет, он же там, в Москве. В сердце, как бы, в тылу. Його позиція дуже сподобалась росіянам, і вони вирішили її якось проштовхувати в ЗМІ, ну, в першу чергу в себе, ну і слід очікувати, що невдовзі про це будуть говорити в Україні, власне, з чим ми зараз і займаємось. Да, они начали пропихивать Пинчука в своих СМИ, скоро это будет уже в украинских. Уже украинские СМИ уже несут это все, что Песков опроверг, что это прокремлевский кандидат. Значит, это все-таки информация-то появилась. Вы же знаете, как это говорится. Песков опроверг, что он занимается, допустим, там гомосексуализмом, к примеру. А почему он это опроверг? Значит, были какие-то, что информация какая-то была. Понимаете, да? Пане Романе, ну а як це обґрунтовують? Ну, позиція, як це аналітично, так би мовити, підводять до цього? Чи як? Чи просто якимись фактами, чи цією статтею? Как они это аргументируют? Ну, дочка, слушай, ну у тебя же под руками Google. Посмотри, как они аргументируют. Вы вообще попробуй вбить «Пинчук, кандидат от Кремля» и найди это в российских СМИ. Это же просто, да? Впрочем, Роман Цымбалюк уже объясняет, что они никак это не аргументируют, но они ж тупые, глупые. У Wall Street Journal. А насправді якогось там підґрунтя я не бачу, наприклад. Тому що їм подобається та теза, вони кажуть, що от бачите, от ми завжди казали, що Крим наш. І от є українські політики, українські бізнесмени, які вважають так само. Да, просто неаргументированно говорят, это наш кандидат от Кремля. Ну и Роман говорит, что понятно, это Кремль заказал, потому что СМИ такого уровня, они вот это вот так активно там. Зрозуміло, що це державна політика, просувати це в засобах масової інформації, тому що мова йде про російські так звані державні ЗМІ, які без відповідної вказівки такі речі друкувати не будуть. Это государственные СМИ, говорит. Государственные СМИ и все такое. Вечер. Можно было бы там все-таки там за какие-то там 5 часов найти информацию, что же имеется в виду, и попробовать найти в российских СМИ, к тому же там первого уровня, такое, что кремлевский кандидат Пинчук. Не сделали этого, нет. Тим часом в Москві від Пінчука відхрестилися. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вкрай обережно прокоментував заяви кількох російських ЗМІ про те, що Кремль нібито розглядає бізнесмена як свого кандидата на президентських виборах в Україні. Каких нескольких российских СМИ? Каких нескольких российских СМИ? Какой кремлевский кандидат? Какое СМИ сообщило, что Пинчук кремлевский кандидат? Каких российских СМИ? Далі цитата. «У нас немає прокремлівських кандидатів, це українському народу». Раздувают истерию. Звонят уже Гончаренко от БПП. Так, ну уже объясните. Вот несколько российских СМИ говорят, что он прокремлевский кандидат. Вітаю вас.
Отже, зараз російські ЗМІ активно розганяють тему, що Пінчук нібито буде конкурентом Петра Порошенка на майбутніх президентських перегонах. От як ви гадаєте, чому саме з Росії виходять такі меседжі? Где? В каких нескольких российских СМИ сообщают? В каких нескольких российских СМИ? Интересно же. Но Гончаренко тоже не интересуется, какие там СМИ. Он говорит сразу же, Москва пытается вбить клин просто. Она ищет, где там слабина, и вбивает клин просто в наше единство. Угу. Тобто зараз Україні як, треба на це реагувати чи ні? Звичайно, не треба жодним чином реагувати на якісь закиди російських СМІ, бо саме для України це все робиться. Ну, теперь, собственно, я вам покажу, как российские СМИ сообщают о том, что Пинчук прокремлевский кандидат, кандидат от Кремля. Мы находим ту самую программу, которую имел в виду толкователь российских новостей и российских СМИ Роман Цымбалюк. Включаем. Миллиардер Виктор Пинчук, которого все чаще называют потенциальным конкурентом самого Порошенко, пройдет семантико-текстуальную экспертизу по результатам своей статьи, написанной Wall Street Journal. И это все. Которого все чаще называют. Я не знаю, где там у нее его все чаще называют. Но это все. Где кандидат Кремля? Где масса российских СМИ, которые говорят, это кандидат Кремля, это наш кандидат? Где? Где? Цымбалюк сделал вброс. Он, находясь в пуле Пескова, делает вброс. Потом сам же просит прокомментировать то, чего не было. Песков говорит, нет, не прокремлевский кандидат. Вот тебе уже информационный повод. Так рождаются фейки. Так делаются вбросы. Роман Цымбалюк, мастер в этом, я посмотрю. Ну а украинские СМИ остаются на том же уровне, на котором они уже давно. Пока. Целую.